Времена меняются. Не согласиться с этим высказыванием будет тяжело. Часто мы воспринимаем новое хуже старого. Реже действительно так и выходит. Крайне редко. Происходит наоборот. И обсуждение судьбы триального брикета в новом дополнении также встает на эти рельсы. Долгий поиск и анализ всего известного и предположения о неизвестном привели меня к созданию данного видео. Я попытался охватить все аспекты World of Warcraft Shadowlands, что имеет отношение к чистым триалам, ветеранам и новым игрокам. Слева снизу находится индикатор «Факт», «Слух» и «Предположение автора». Располагайтесь поудобнее и вливайтесь в обсуждение в комментариях. Большую часть ценнейшей информации я почерпнул в Discord-канале главного сообщества триалов Орды – Trial Exploit. Ссылка приглашения будет в описании. Сплющивание уровней. В World of Warcraft Shadowlands будет введена новая система прокачки персонажей. Отныне 120-й левел в следующем дополнении является 50-м, а максимальным уровнем аддона стал 60-й левел. Здесь же важно отметить союзные расы, что при создании имеют 10-й уровень. Следовательно, стартовая версия ограничится этими же 10 уровнями. Не отходя далеко от темы сплющивания, стоит поздравить всех триалов. Рыцари смерти и охотники на демонов станут возможными для создания уже с 1-го уровня. Также все расы в игре будут в состоянии овладеть силой крови, льда и нечестивость. Сделать это в патче 8.3 возможно лишь по предзаказу нового дополнения. Отправитесь ли вы в свои стартовые зоны, либо предпочтете опробовать новую начальную локацию Предел Изгнанника, выбор за вами. Только союзные расы и пандарины рыцари смерти наслаждаются своей эксклюзивной стартовой цепочкой. Предел Изгнанника. Цель новой стартовой зоны для всех основных рас и обеих фракций – это объяснить суть игры в WoW современным и совершенным на данный момент языком, квестами, сюжетом, а также мини-подземельем, которые масштабируются в зависимости от количества участников группы. После прохождения Предела Изгнанника игрок следует в столицу своей фракции. Важно! Разработчики отметили, что новички, то есть те, у кого нет персонажей на учетной записи, в обязательном порядке отправятся в новую стартовую зону, а ветераны игры при прокачке с 1-го уровня смогут выбрать, пойти туда же или остаться на старой начальной локации. Заканчивая тему о Пределе Изгнанника, хотелось бы отметить, что союзные расы не смогут участвовать в этой новой стартовой зоне, ведь сюжетно действие Предела происходит до событий битвы за Азерот. Доступ к открытому миру, квестам, а также скалирование уровней в нем. Мечты триалов о собственном гарнизоне, о всегда доступной комнате порталов, заветной цепочке квестов на артефактное оружие и доступу ко всем подземельям и рейдам в игре с новостью скалирующихся локаций и заданий несколько разрушатся, когда они узнают о том, что для масштабирования локаций важно поговорить с Хроми. Что в этом плохого? А представьте, что игроки, которые никогда не платили за игру, не смогут воспользоваться правом продолжить развитие персонажа и даже выполнение заданий, если Хроми их не пропустит. Ограничение – неотъемлемая часть стартовой версии WoW. Так зачем открывать двери в обширный мир приключений тем, кто отказывается платить за продукт? А без временного вмешательства Хроми локации останутся в своем уровневом значении. Я вижу выход в приобретении базовой версии игры, но что если разработчики решат ограничить игроков, что в данный момент без подписки, но однажды таки стали ветеранами? К сожалению, есть риск. Но ответ на этот вопрос мы узнаем только в припатче к Shadowlands. Трансмогрификация и кастомизация. Представим, что локации и задания в них успешно масштабируются под 10-й наш триальный уровень. Значит, и предметы для экипировки, оружие и недоступные ранее гербовые накидки за выполнение таких квестов также могут засчитываться в нашу коллекцию. Выходит, наши триальные персонажи станут выглядеть значительно внушительнее и изысканнее. Также не упускаем из виду новые опции кастомизации, новые тату, прически, цвета кожи и аксессуары для всех рас. А вспомнить патч 8.3, теперь мы можем трансмогрифицировать легендарные предметы. Здорово! А все благодаря приему, из-за которого игра перестает повышать наш уровень. И на этой позитивной ноте делаем шаг в негатив. Ходят слухи, что уже в припатче к Shadowlands все игроки лишатся возможности останавливать опыт своего персонажа. Единственный выход, который вижу я, когда нет подписки, мы спокойно продолжаем играть на персонаже триального брикета. Но во время активного игрового времени им не следует даже входить в игровой мир. А если и заходить, то только на свой страх и риск, ни в коем случае не выполняя квесты, не участвуя в PvP-аренах и БГ, не вставая в очередь в подземелье и даже не открывая новые местности. Лично я так и сделаю, если подтвердятся наши худшие опасения. Жалкая попытка пойти против системы, потенциально убивающей наш брикет, как и большинство других, но все же.
Исключительность каждого игрока, как и класса, за который он играет, обязательная составляющая в самореализации и коллаборации с другими игроками. Но помимо того, что вы видите на экране, а конкретно примеры возвращения уникальности классов с помощью столь же уникальных способностей, для триального сообщества имеет место вопрос: какой ценой достанутся эти умения? Увидим ли мы увеличение умений на панели команд, или же наоборот, урезание количества способностей на 10 левеле, ради передачи их на каждые последующие уровни прокачки? Мое мнение, заклинаний на 20 уровне достаточно для того, чтобы бои на данном брикете являлись интересными, но не превращались в красочные и при этом долгие танцы, когда ни один оппонент не может одолеть другого из-за сотни другой защитных вариаций умений. У триалов достаточно способностей, чтобы активно использовать не только их, но также и расовые способности, о которых так часто забывает большинство высокоуровневых и без того будто бы мощных игроков. И вишенкой на триальном торте выступают профессии. Хотите ощутить себя охотником на демонов с крыльями? Тогда плащ-парашют из инженерного дела – это ваш выбор. Не хватает контроля? Создавайте бомбы. Недостаточно мобильности? Верно, вы знаете про зелье скорости из алхимии. Разработчики кардинально решили изменить и усилить чувство важности каждого достигнутого уровня. В этом им помогут таланты. В World of Warcraft Shadowlands таланты последуют такой последовательности: 15 уровень, 25 уровень, 30, 35, 40, 45 и 50. Сами таланты могут, и я уверен, еще поменяются. Последней темой для обсуждения станет Вармут. Вообразим. Игрок, поговоривший с Хроми, 10 уровня в режиме войны отправляется в Пандарию. Туда же держит путь игрок противоположной фракции, что также поговорил с Хроми, но уже 40 уровня. Поставим себя на место создателя игры. Как уравновесить силы этих игроков при возможной схватке? Мне на ум приходит недавняя месть Коррака. Сравнять здоровье всех персонажей этой локации во времени Хроми в режиме войны. Исход провальный. Ведь первое. Игрок постоянно метается от локации к локации и видит скачущие единицы здоровья, где-то больше, где-то меньше. Любое повышение уровня персонажа не ощущается как рост, а ведь именно за это бьются разработчики. И немного покумеков, я предложил бы скалировать показатели игроков относительно не общего показателя, а собственного. Картина такая: я игрок 10 уровня, имею 1000 единиц здоровья, против меня выступает игрок с 5000 хп высокого уровня. Входя в локацию, я увижу свои 1000 хп и отмасштабированную 1000 здоровья у противника. При нанесении ему 300 урона, что составляет 25% от моего здоровья, ему наносится на самом деле 1250 урона, что составит те же 25% от его запаса здоровья. Но в моих глазах ему нанесутся те самые 300 единиц. Тем самым я нивелирую большее количество заклинаний, что имеет персонаж высокого уровня, более сильными умениями игрока 10 уровня. Чем-то этот принцип напоминает мне игру на PvP поле боя. Не стоит бояться перемен. Не нужно паниковать из-за малейшей тряски почвы у вас под ногами. Умейте адаптироваться, искать лазейки и выходы из самых трудных ситуаций. Ведь это и есть главный принцип нашего триального сообщества. А ваша поддержка в виде лайка, подписки и комментария прямо повлияет на скорость выхода следующего видео. А спонсорская поддержка обеспечит поток эксклюзивного контента и раннего доступа к моим роликам, как это уже происходит с Waterly, SoftAndroid и MamiS.